Всем привет! Сегодня покажу, как подключить насос к скважине, используя гидрофор. Если быть точнее, у меня не скважина, а абиссинский колодец глубиной 7,5 метров. Пробурил сразу две абиссинки пару лет назад, специально для строительных целей. Конечно же, использовать такую воду для повседневной жизни из верхних слоев не рекомендуется. В ней присутствует как минимум огромное количество железа, что очень плохо скажет на вашем здоровье. И в дальнейшем стоит задуматься о настоящей скважине. Но на стадии строительства это самый бюджетный вариант. Как раз это моя история. Вот у меня пробурено сразу же две скважины, два отверстия и выведены две трубы 32 диаметра. Как я бурился, вы можете посмотреть в полноценном видео. Я сделаю вам прямую ссылочку, посмотрите, конечно, если вам интересно. И вот наша задача после зимы вернуть воду в кран. В комплекте с гидрофором шел по стандарту вот такой вот шланг, который идет напрямую, подключается к гидрофору. Но, как видите, спустя 2 года шланг сплющило. Этот эффект называется схлопывание. И, естественно, площадь прохождения воды через такой вот уже шланг намного уменьшился. Поэтому хочу попробовать подключить уже не через гибкий шланг, что конечно, намного удобнее, а попробую уже собрать жесткую конструкцию через 32-ю, как это называется, ПНД-трубу. Так, сначала попробуем скрутить этот шланг. Сейчас проверим, насколько качественно я все это дело в свое время прикрутил. Так, в какую сторону тут откручивается? Если я узнал бы, я думаю, у меня бы быстрее бы получилось. Да, сначала, наверное, попробуем подключить и проверить, есть ли там вообще-то вода. Так, как это было, господи, дай бог не памяти. Использую вот такую вот нить. Очень удобно в работе. Вот даже есть инструкция, как это делается. Так, есть. Так, теперь что необходимо сделать? Теперь необходимо систему заполнить водой. А что так неудобно возливать-то? Кто это придумал? Возьмем вот такой насос, купленный на Алиэкспресс. Даже интересно, какой объем туда воды зальет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, полное. Вот получается отверстие сверху. Вот сюда вот заливается вода. Вот такой вот. Такая вот шайбочка, гаечка стояла. Сверху затыкается. А зимой есть возможность вот здесь вот снизу слить эту воду. Так, сейчас закрываем гаечку и попробуем стартануть. Так, пробуем. Первый старт. Попробуем поднять воду. Все, вода есть. Как-то очень быстро получилось у меня в этот раз. В прошлые разы приходилось немножко помучиться. Вода не хотела подниматься. А тут буквально за пару секунд, но вы сами видели, да? Все получилось. В прошлом году вода была напрямую подключена к насосу без какого-либо фильтра. И, естественно, попадались частички песка. Конечно же, для стройки это особо роли никакой не играет. Но, например, помыть машину и не испортить лакокрасочное покрытие
но достаточно сложно. Да, поэтому вот в этом году попробую поставить фильтр. Приобрел такую колбу, даже две. Да, попробую подсоединить их напрямую. Взял фильтр самой грубой очистки для твердых частиц, как раз для того, чтобы песочек оставался на фильтрах, а не на выходе. Давайте попробуем установить. Так, ну что, наличие воды в скважине я проверил. Вода есть. Теперь, как я изначально говорил, гибкое, жидкое. Какое жидкое? Гибкое соединение убираем и переделаю все на жесткое, плюс ставлю фильтры. Сначала мы сольем воду. Так, насос мы выключили. Бляха-муха. Насос выключили, сливаем воду из системы. Опа. Так, и скручиваем гибкий шланг. А чем это сделаем? А сделаем это, конечно же, кустарным способом. Так, взялись. Это будет непросто. Нет. Нет. Что ж за засада такая? Кто-нибудь придержал бы, а? Может, придержите, нет? Сука. Ой, это я вслух сказал, да? Простите. Кто так зажал сильно? Да хер там было, блядь. О, да. О. Вот не завидую я сантехникам. Это же может все закиснуть. И вот каким образом все это откручивать? Блин, конечно, должны быть нормальные ключи. Вот здесь простенько. Вот так я люблю работать. Я специально пока не обрезаю трубы, потому что я не знаю, в каком месте у меня будет находиться в дальнейшем, да, насос. Поэтому пока все по черновому варианту у меня идет. Потом обрежу до нужной высоты, да, если оставлю вот такую, да, вот скважину. Но хотелось бы, конечно же, настоящую скважину метров так на 30-40 вглубь. Ну, в дальнейшем посмотрим. Пока меня этот момент устраивает. Вау! Ладно. Шучу. Ну вот, обратите внимание, да, что произошло со шлангом. Не, это он не дырявый, это оболочка внешняя. Так вот, да, повреждена. Видите, какой он. Ну, такой вся история, конечно. Ну, хотя оригинальный шланг, итальянский. Не держит он давление, абсолютно. Поэтому под замену. Так, и как этот фитинг одевается? Ребят, если что, делаю в первый раз. Работал с металлическими фитингами, поэтому опыта в этом нет. Поэтому прошу не повторять. А, нет, неправильно сделал. Сначала одевается вот эта штука. Потом одевается фитинг. Кольцо стопорное. И вот так вот закручивается. И что, насколько это герметично. Вот так вот все должно выглядеть. Так, давайте посмотрим, как выглядит колба. Я понимаю, что для вас это не в новинку. Для меня все это впервой. Единственное, я взял диаметр дюйм, чтобы без каких-либо переходников можно было подключать. Так, вторая колба. Соединять буду вот на такую вот латунную дюймовочку. Наматываем плотненько, чтобы в дальнейшем не было протечек. И закручиваем. Аккуратненько стараемся не прокрутить. Причем здесь, да, помните, есть обозначение in, вход, и out, выход. Вот так как-то. Сверху на 4 шурупа прикрутил кронштейн для колбы, который в дальнейшем крепится на стену. Вот так это выглядит. Вот так вот реально
Руками можно затянуть это, или это делается ключами. Вот. Такое сиденье получилось. Вот проблема пластмассовых фитингов, знаете в чем? А в том, что резьба, если вы изначально неправильно крутили, она сразу же деформируется. Не знаю, видно вам, не видно? С металлической фитингой таких проблем никогда не возникало. Но они стоят раз в 10 больше. Все, готово. Идеальненько. Для удобного подсоединения углового фитинга пришлось разобрать сдвоенное крепление 32-х труб и немного их подрезать. Собрал в обратной последовательности, не забывая о прокладках и фиксирующих кольцах. Теперь угловой фитинг без проблем занял свое законное место. И напоследок накрутил 2 колбы. Так, ну что, ребят, вот такая система у меня получилась. Пришлось немножечко, как видели, да, обрезать высоту. Ну, ничего страшного, я для этого и оставил такие достаточно длинные 2 патрубка. Вот, потом пошло такой вот уголочек, 2 колбы. Первый запуск сделаю без фильтров. Посмотрим на предмет протечек. Сейчас заполню систему водой и попробуем стартануть. Даже самому интересно, что из этого у меня получится. Ну что, с Богом. Сейчас проверим. Набрал еще раз воды в насос и в колбу налил, в обе колбы налил воды, чтобы компенсировать воздушную прослойку. Попробуем запустить, посмотрим, как сейчас у меня получится. В общем, ничего у меня не получилось, не получается поднять воду из скважины. Вы все сами прекрасно видели, сколько много было попыток на самом деле сделано. Какой можно сделать из этого вывод? Вывод или причина одна, это значит, моя система не герметична. Значит, где-то происходит подсос воздуха, надо разбираться. В общем, я нашел проблему спустя некоторое время. Проблема оказалась в пластмассовом фитинге. Может, даже не в самом фитинге, да, а в его правильном использовании. Как изначально я его закреплял, я вам показывал, да. Вот это вот кольцо я насаживал на самый верх. Ну, пусть будет так, да. И вставлял ПНД-трубу, получается, вот до того момента, пока она вот не упиралась. И
таким образом я зажимал, да? А оказывается, внутри фитинга есть резинка. Вот здесь вот внутри есть резинка. И трубу необходимо туда вставлять не на 2 вот так вот, 1,5 сантиметра, вот, да, вот до такого значения, а она уходит до самого конца. То есть здесь необходимо приложить некоторые усилия и продавить трубу туда через резинку. Она, получается, уйдет вот на такую глубину. Для того, чтобы трубу плотно до конца вставить в фитинг, необходимо снять фаску на трубе. А еще в идеале смазать силикончиком. И вот тогда произойдет чудо, и труба войдет на все свои там, сколько там, 6-7 сантиметров. И вот тогда мы зажимаем верхним кольцом, и вот у нас получится герметичное сиденье. Вот так это работает, оказывается. И теперь с этими знаниями идем пересобирать всю мою систему. Век живи, век учись. В общем, я решил все разобрать и сделать все по новой. Поставил вентиль для того, чтобы была возможность на зиму без проблем сливать воду. И сверху сразу же поставил обратный клапан, да, для того, чтобы, подняв воду со скважины, она обратно не уходила. И если что, можно было бы обслужить, например, насос или мои же фильтра. Сначала снимем фаску. Конечно, есть специальный инструмент, который снимает за пару секунд фазочку. Понятное дело, что у меня его нету, поэтому это можно сделать обычным канцелярским ножом. Только делать надо это аккуратненько. Буквально сверху так вот снять. Это делается для того, чтобы труба без проблем прошла через резинку и не закусила ее. Конечно же, без порезов мы работать не умеем. Силикончика у нас тоже нету. В общем, ни хрена у нас нету. Ну, попробуем. Опа! Вот как это работает. И она уже мертва. Вот как она работает, оказывается. Да? Эту поджимаем. И эту закручиваем. Так, сразу же снимаем вторую фаску. Кстати, еще узнал, что фитинги до 32 диаметра можно закручивать руками. А то, что там вы там сильнее и слабее зажмете, это уже особой роли никакой не играет. Опять пришлось отрезать немножко входной трубы. Буквально сантиметров, может быть, 10. Ну, для удобства подключения. Вот для таких целей очень важно оставлять запас, чтобы была потом возможность этим запасом пользоваться. Так, раз, два, есть. Так, ну что, делаем уголочек. Все, мертво. Так, ну вот, ребят, что у меня получилось. Поставил я уголок. Для запуска, конечно, сейчас поставлю 2 колбы. Но, надеюсь, на этот раз система моя заработает. Надеюсь, все герметично. Вот сейчас и проверим. Так, накручиваю 2 колбы. Попробуем даже без воды это сделать. Ну, естественно, пока что без фильтров. Пока что чисто идет тестовый режим. Так, ну что, открываем здесь кран. Пожелайте мне удачи. Она нам сейчас пригодится.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вода, пошла вода. А знаете, в чем проблема? Проблема в том, что я неправильно поставил колбы. Ставлю сразу два фильтра. Первый фильтр состоит из веревки, а второй, не знаю, что такое, какая-то микрофибра. Так, закручиваем сразу же. Раз. Два. Что-то не запотели. Наверное, волнуются. Так, открываем здесь клапан. И вода, в принципе, не уходит обратно в скважину. Так, ну что, запускаем. Ну, сразу водичка. Вода пошла. Ну все, у нас есть вода. Класс. Ну все, теперь у меня есть вода, и даже через фильтры. Это мой первый опыт. Не так, чтобы, конечно же, все идеально собрано. Но, ребят, это в любом случае по черновому. На момент строительства, ну, сами понимаете, да, все временное плавно переходит в постоянное. Ну, еще проходили, да. Но на какое-то время мне такой системы хватит. Даже интересно будет приехать через неделю и посмотреть, в каком состоянии, когда будут фильтры. Вода, конечно, такая себе, да, как бы, но сами понимаете, верховодка, верхние слои, таким легким, как бы, да, там, запашком, ну, сами понимаете, непригодно для проживания, как бы, ну, 100%. У меня, кстати, сосед на прошлой неделе пробурил скважину, как раз вот 30 метров, 32 да, метра сейчас в точности получилось. Вот. Сейчас сделали анализ, ну, дали воду на анализ и посмотрим, в каком она состоянии. Вода вот уже неделю стоит у меня под открытым небом, открытая и не проржавела, никакого запаха не имеет. Поэтому после анализа буду принимать решение, хочу ли я у себя зарывать огромное количество денег в воду. Ну, скорее всего, да. Поэтому это у нас времяночка. На какое-то время, повторюсь, нам хватит. В общем, огромное вам спасибо за просмотр. Спасибо, что весь процесс прошел совместно. Надеюсь, такой формат вам зашел. Почти онлайн, почти стрим. В общем, надеюсь, как вы любите. В общем, все, ребят. Всем спасибо. Пока-пока.